Всем привет, Василина и Вахтанг в Батуми. Привет. Едем в одну строительную компанию, посмотрим, какие у них условия, все сейчас расскажут и как раз вас познакомим. И сейчас едем с Вахтангом, разговариваем, что настолько стройка разрастается в Батуми, в какой-то геометрической прогрессии развивается, растет. Дома и районы, как грибы от дождя, просто вырастают, да, Вахтанг? Темпы строительства, конечно, вообще выросли. Но сейчас, И то не останавливались стройка во время пандемии. Сейчас я смотрю, прям проезжаешь, бам, за полгода прям вообще ничего не было и вырос уже дом, вон стоит. Вон, в прошлом году мы снимали, вон с казахами, вон, видишь, уже отделанный дом стоит. В прошлом году примерно в такое же время мы снимали, вон серый дом. Да. А он уже отделанный. Стоит. Да, за год они достроили. Ну и также это через год, вот мы сейчас подъезжаем как раз вот к этому дому. Сколько здесь этажей, я не помню, 15 или сколько они говорили. Сейчас вам все покажем. И снимем вид с квадрокоптера, и все расскажем. Какие условия здесь, Кстати, рассрочки. эвкалипт растет во дворе, кстати, вот это тоже фишка, потому что комаров не Эвкалипт будет. огромный, да. Кто еще не знает, здесь была раньше колхидская низменность, и здесь засаживались, вся эта территория засаживалась эвкалиптами. А один эвкалипт и из почвы вытягивает сколько? 300 литров? 300 литров в сутки вот воды. Поэтому здесь очень много в Батуми эвкалиптов, и поэтому такой воздух. Мы подъехали. Сейчас пойдем посмотрим, ребят. В стране цветов и любви на коленях брожу. Ты сказал, что хоть на миг будешь здесь, и я дождусь. Мурашки от этих слов. Невероятная Мэгги Гагитидзе. Уважаемые подписчики и гости канала, хотим предупредить вас, что на нашем канале не разрешены и заблокированы комментарии и пользователи, которые выражают агрессию. Наш канал о иммиграции, и мы не разделяем людей по национальным признакам. Сегодняшняя геополитическая ситуация создает много конфликтов, и поэтому мы очень вас просим в это турбулентное, нестабильное время прежде всего оставаться людьми. С марта 2022 года в Грузию переехало и продолжает переезжать большое количество не только фрилансеров и дауншифтеров, но и политэмигрантов. Часто задаваемый нам вопрос, продают ли гражданам Российской Федерации и Белоруссии недвижимость, а также есть ли возможность взять ипотеку. Ну и, конечно же, самый главный вопрос, как относятся к русскоязычным гражданам в Грузии. На этот вопрос мы отвечаем так. К эмигрантам, которые не принимают режима Рейха, уважают людей и страну, которая принимает. Грузины и правительство Грузии относятся совершенно нормально. За 2,5 года моей иммиграции на моих глазах выросли крупные торговые центры, спортивные центры. Инфраструктура города развивается очень быстро. Конечно же, строятся жилищные комплексы, коттеджные поселки. Если подумать логически, то средний турист, приезжая в Грузию, снимает номер в отеле или апартаменты на 5 ночей. А вот иммигрант пребывает в собственном или съемном жилье практически постоянно. Один понаехавший равняется 70 туристам. И это дает большой импульс экономике Грузии. Ведь в основном экспаты зарабатывают удаленно, а тратят свои деньги в стране, в которой живут. Мой муж грузин, беженец из Абхазии. Я русская, и несмотря на это, мы несем любовь и мир в наших сердцах и призываем вас к миру. Я твердо убеждена, что война зарождается в умах людей, и сейчас время лакмусовой бумажки для всех нас, вне зависимости от того, где ты проживаешь и какой ты национальности. Время становиться людьми. И как говорит наша 6-летняя дочь, чтобы не было войны, мы все должны стать добрее. А Бог всех любит? Плохих людях не любят, потому что у них много злости, а добрых любят. А почему люди, как ты думаешь, злые становятся? У них было много злости. Злости? Ну а злость от чего рождается в человеке, в душе? Может быть, их кто-то обижал? Их кто-то обидел в жизни, и они стали очень злые. Но это же не значит, что они плохие. Ругаться плохо? Да. Война тоже плохо. И оружие. Оружие? Да. Когда война, люди страдают, да? Погибают их близкие. И потом они еще становятся тяжелее.
А что нужно сделать людям, чтобы не было войны? Сказать что-то доброе, покупать им подарки, например. Подарки покупать людям? Да. И они сразу становятся добрые, и не будет войны? 65, 43, 96, 77, 71. Такие планировочки. Мари нам сейчас расскажет о компании. Гамарджоба. Здравствуйте, я менеджер. Моги салми бит мадлобали бартрум. Здравствуйте, Габлюцет Я менеджер продаж строительной компании Ренессанс Сити. Мы находимся на новом бульваре на улице Григория Лева, 36. Это один из самых развивающих мест в Батуми и очень востребованное место для туристов. Что насчет покупки квартиры? Вы можете приобрести у нас квартиру как же полной оплатой, так же ипотека и внутренняя беспроцентная рассрочка. Мы можем пойти и посмотреть рендеры. Вот таким будет уже законченный проект. Да, оно будет 19 Сколько этажей? этажей. 19 этажей. На каждом этаже будет 15 квартир. В общей сумме получается где-то 250 квартир. Также у нас будет первые два коммерческих, и там будет магазины, аптека, спортзал, бизнес-центр, еще терраса будет вот здесь. Эта терраса будет бесплатно для наших жильцов, конечно же, это будет зона отдыха. Также у нас будет бизнес-центр. Здесь будет школа близко, будет детский сад, будет самый большой торговый центр, будет аэропорт, будет также бульвар близко. Называется этот проект La Batumi Familia. Это жилой дом, но также можно арендовать вашу квартиру. Впереди вот будет вход для ресепшн, менеджмент, который будет заниматься системой аренды. Строительство начали год назад, в этом году уже в конце года можете начать ремонт, а в следующем году, 23 года, в декабре сдается проект. Будет и подземный паркинг, и паркинг на нашем дворе. Также можно останавливать машину на улице. Черный каркас, вот входит железные входные двери, также металлопластмассовые двери и окна выхода на балкон. Также балкон будет облицован, и коммуникация будет доведена до дверей. Коридор и лестницы будут уже в готовом виде. При полной оплате у нас на этом месяце акция. Если вот вы полной оплатой хотите приобрести квартиру, тогда 8% скидка и белый каркас в подарок. Из каких материалов у вас будет выполнен фасад? И мне интересно, витражное остекление будет ли? Вот смотрю, здесь стекло и витражи, будет полувитражное остекление у нас, и будет аликапан на 2 этажей, на коммерческих этажей будет аликапан использован. А еще балконы сделаны из стекла и металла. А само покрытие дома вот из... Вот эта краска специальная, которая против влажности. Влажности, да. Вот минимальная цена у нас $600, начинается от $600, но это уже при полной оплате. Когда полная оплата, уже белый каркас получаете в подарок. У нас рассрочка, вот минимальная студия типа начинается от 2 год, а если на остальных квартир уже 3 года. А первый взнос у нас получается 15%. Если вот полная оплата, то вы по цене черного каркаса уже получаете в подарок белый каркас. Но это только вот эти 2 месяца, да? Да, эти 2 месяца. В Грузии очень лояльна к тому, что можно взять ипотеку даже на 10 лет, на 15 лет. То есть такие условия не каждая страна предлагает. Грузия в этом отношении очень лояльна. Есть ли возможность приобрести квартиру в этом жилищном комплексе, ну, там, в ипотеку от банка? Конечно, у нас есть ипотека, нас финансирует Банк Грузии. Вы можете получить ипотеку на от 10 до 12 лет. И вы можете еще сделать гарантию в грузинском нашем банке, гарантию на свою квартиру. Вот если, например, не закончится стройка 23 года в декабре, то банк возместит все 100% ваших денег. Это один из самых первых проектов, в которых можно было уже приобрести квартиру в ипотеке с начала стройки. Конечно, можно вот ипотеку для иностранцев, ну, всех индивидуально этот вопрос. И минимальный взнос, конечно же, будет, но это уже вопрос к банку.
У нас вот написано в договоре, что вы будете будущим владельцем своей квартиры. Это называется так- предварительный да, договор предварительный купли-продаж. договор. Мгм. Да. И в этом договоре будет прописана дата завершения строительства. Да, в этом договоре уже написано, что закончится 2023 декабря строительство. То есть вы обязуетесь. Да, да. Я решила у вас купить квартиру. Что мне для этого нужно, кроме денег? Кроме денег, вам нужно Ничего. обязательно паспорт, это обязательно, и ваши личные данные, там номер, мейл и так далее. Я прихожу со своим загранпаспортом Да, да. и перевожу вам денежки на счет и становлюсь вот собственником. Неважно, с какой я страны приехала, не да? важно. У нас может каждый гражданин из другого страны приобрести квартиру. Клиенты из каких стран? Кто будут мои Ой, соседи? Очень-очень разнообразные. Я сейчас с Турции видела, да, клиенты у вас? Да, вот сейчас Турция пришла, вот еще Германия у нас, из многих стран. Так как мы занимаемся, канал вообще у нас о миграции, мы консультируем людей по иммиграции. И из Германии русскоязычные, которые в свое время из Казахстана переехали, эмигрировали, и 30 лет прожили в Германии, сейчас рассматривают Грузию в качестве альтернативы и приобретения здесь, опять же, недвижимости. И постоянно мы на эти вопросы отвечаем. Поэтому вот для немцев можем тоже такие предлагать жилищные комплексы. Да, конечно, еще у нас очень низкие налоги на иностранцев. И это наш плюс. Задумываетесь о эмиграции или, может быть, уже рассматриваете Грузию и Батуми для переезда? У вас много вопросов и нужна помощь? Специально для вас мы разработали путеводитель, самый полный гайд о эмиграции и жизни в Батуми в 2022 году. Наш гайд и наш личный опыт – это ваш ключ к вашему переезду в Грузию и быстрой адаптации в этой невероятной и любимой нами стране Саакартвело. Я знаю, что я должна буду заплатить налог, если я захочу продать эту квартиру в течение 2 лет. Да. Какой процент? Это от прибыли получается 20% в квартире. Да. А если больше 2 лет у меня в собственности, я ничего не плачу. Да, не будет никакой налоги. 0 налога. Но. Договор права полной собственности у меня будет, если я всю сумму внесу. Вот когда проект закончится, потом мы через 15 дней, в течение 15 дня подписываем генеральный договор, где будет написано о том, что вы уже собственник своей квартиры, и все. Этим закончатся наши договоры. Вот территория паркинга, это уже наружный паркинг. Здесь будет место на 30 машин, здесь будет кафе, ресторан, зона отдыха. Открытая такая, да, терраса? Да, открытая, это вот будет для наших жильцов. И бесплатная она, конечно. Сколько квадратных метров вот эта территория придомовая? На 1000 квадратных метров. 1000 квадратных метров, и сзади будет еще 500 квадратных метров детская площадка. 65 квадратов, там 2 изолированные вот комнаты. Будет освещенными, у всех квартир есть свой балкон. Детская площадка, она будет изолирована от машин, от соседей. Это будет только для наших жильцов. Там же будет вот зона отдыха. Здесь будет кафе, ресторан, магазин, бизнес-центр. Вы знаете, что это за дерево? Да. Что это? Хурма? О, смотрите, хурма, эвкалипт, а это, как называется? Каймали. Можно и дома сорвать, и дома сделать эмаль. Мне нравится, я живу в центре Батуми, я выхожу, у меня дома, возле дома, 29-этажного дома растет инжир, груша, виноград, лимон, апельсин. Просто рай. Так, ну что, вот здесь у нас будет вход. Это основной вход будет? Сзади будет подъезд, а здесь будет ресепшн расположено. То есть это основной будет, и здесь будет все озеленение, да? Да, озеленение и паркинг. Где-то на 30 машин. И входим мы вот сюда, да? Да. 2 этажа или это один с высоким этажом? Это получается 2 этажа, вот 1, 2, вот там будет еще терраса. Вот. Что будет здесь? Здесь будет уже терраса, озелененная, будет кафе, будет зона отдыха для наших жильцов. Оно будет, конечно же, бесплатное, каждый может прийти и отдохнуть. Посмотрите, какой вид. Мы поднялись сейчас на 15-й этаж комплекса. Какой невероятный вид. Птички поют. Слышно даже здесь чириканье. И посмотрите горы. Вот эти горы заснеженные. Как будто нарисованные.
Красота стоит в красоте. Мария, а что будет на крыше? На крыше у нас будет терраса, которая будет для зоны отдыха и для наших жильцов. Она будет открытая? Да, она будет открытая и озелененная. А какая будет толщина вот этих вот перекрытий стен? У нас вот наружные стены будут 20 сантиметровые, а уже внутренние стены будут 15 сантиметровые. Гидроизоляция и термоизоляция у нас уже сначала додумана, и для гидроизоляции мы используем пенопласт, а для термоизоляции стекловат. А высота потолков уже в готовом виде со стяжкой Да, какая будет? высота потолков сейчас у нас 3,10 сантиметров, а уже со стяжкой получается 3 метра. Дизайн-проект я могу вам, допустим, сказать, как я хочу стены поставить? То Да, есть можно конечно. это все, да, с вами Да, оговорить? конечно. У нас есть вот самый маленький студио типа, самый большой у нас есть 77 квадратов, но если вы хотите больше, можно соединить квартиры. Получается 115 квадратов, где-то 65 квадратов, 95 квадратов и так далее. Это по вашему вкусу и желанию, конечно. Самая бытовая вот эта угловая квартира. На последнем потому что- этаже, на 19-м? Да, потому что у него как же открытый балкон, так же закрытый балкон. Два вида получается, вот в сторону и гор, и моря, и города. В стране цветов и любви на коленях брожу. Ты сказал, что хоть на миг будешь здесь, и я дождусь. Я собрала для тебя разноцветные А здесь в конце коридора будет два больших лифта от фирмы Mitsubishi. Они и качественные, и очень быстрые лифты. Еще мы не сказали про детскую зону, про Да, детскую у нас площадку, будет которая детская внизу. площадка на 500 квадратном метре, которая будет изолирована от уличных машин и от соседей. Конечно, оно будет для наших... Она будет вот здесь прям, да? Да, вот здесь. Здесь еще один жилищный комплекс по соседству, да, строится, и вот здесь еще Здесь. достраивается. Да, и пока что все. Уважаемые подписчики и гости канала, ссылка на сайт компании Renaissance City и контакты менеджера по продажам Мари в описании под этим роликом. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Информация была полезна? Ставьте лайк. А если есть вопросы, пишите, будем рады вашим комментариям. Желаем вам продаж Спасибо. и приглашаем, да, в Батуми к нам. Приезжайте в туры за недвижимостью. А также напоминаем, что у вас всегда есть возможность стать спонсором нашего канала. Ваша поддержка очень помогает нам и дает возможность в развитии и вдохновляет на новые интересные ролики о любимой Грузии. Вся информация, как вы можете нас поддержать, в описании канала и в описании под каждым нашим роликом. Желаем вам любви в сердце, осознанности в уме, конечно же, мира и правильности в поступках.